Если Вселенная движется, почему небо не меняется? Прямо сейчас вы летите сквозь космос с безумной скоростью. Не идете, не едете, не плывете. Летите. Земля вращается вокруг своей оси, почти 1670 км в час на экваторе. Одновременно она мчится вокруг Солнца, около 107 тысяч км в час. Само Солнце несется вокруг центра Млечного Пути, примерно 828 тысяч км в час. А вся наша галактика движется сквозь космическое пространство еще быстрее. Мы не стоим на месте ни секунды. И все же, когда вы выходите ночью на улицу, звездное небо выглядит знакомым. Те же созвездия, те же узоры, та же полярная звезда, почти на том же месте. Почему? Если мы движемся с такими скоростями, не должны ли звезды размазываться, созвездия искажаться, картина неба меняться буквально на глазах? Ответ парадоксален. Мы действительно летим, но масштабы Вселенной делают это движение почти незаметным. Представьте, что вы едете в машине со скоростью 100 км в час. Если рядом с дорогой стоит дерево, оно пролетает мгновенно. Если вдалеке видна гора, кажется, что она почти не движется. А если на горизонте облака, вы можете ехать долго, а они будто остаются на месте. Теперь увеличим масштаб. Ближайшая к нам звезда, Проксима Центавра, находится примерно на 4,2 светового года от Земли. Это около 40 триллионов километров. 40 триллионов. Когда Земля за год проходит по своей орбите около 940 миллионов километров, это кажется огромным расстоянием. Но по сравнению с 40 триллионами это крошечный шаг. Это как сдвинуться на миллиметр, стоя в километре от объекта. Вы сдвинулись, но угол обзора почти не изменился. Вот почему созвездия кажутся стабильными. На самом деле звезды движутся, и довольно быстро. Некоторые из них летят со скоростью десятки километров в секунду относительно нас. Но из-за гигантских расстояний их перемещение по небу происходит чрезвычайно медленно. Этот эффект называется собственным движением звезды. За одну человеческую жизнь звезда может сместиться на доли угловой секунды. Это меньше, чем толщина волоса, если смотреть на него с нескольких метров. Поэтому нам кажется, что небо неподвижно. Но если бы вы могли ускорить время на десятки тысяч лет, картина изменилась бы. Созвездия — это не реальные группы звезд, а лишь случайные проекции на небесную сферу. Звезды, например, образующие Большую Медведицу, находятся на разных расстояниях от Земли. Они не связаны друг с другом, это иллюзия перспективы. Через 50 тысяч лет этот ковш уже будет выглядеть иначе. Через 100 тысяч его форма станет почти неузнаваемой. Но для нас, живущих десятки лет, небо кажется вечным. Есть еще один важный момент. Мы движемся вместе с нашей локальной группой звезд. Солнце не летит сквозь неподвижные звезды, оно движется среди них, и многие из них движутся примерно в том же направлении. Это как стая птиц в небе. Отдельные птицы перемещаются, но вся стая сохраняет общую структуру. Поэтому относительное смещение между нами и ближайшими звездами не такое драматичное, как можно было бы ожидать. Но что насчет галактики? Мы делаем один оборот вокруг центра Млечного Пути примерно на 225-250 миллионов лет. Это называется галактический год. Последний раз, когда Солнце находилось в том же положении в галактике, на Земле только начинали появляться динозавры. За все существование человечества мы прошли лишь крошечную часть этого пути. Мы словно стоим на огромной карусели, которая вращается так медленно, что в секунду невозможно заметить движение. Но есть еще и более масштабный фактор – расширение Вселенной. Галактики удаляются друг от друга. Пространство само растягивается. Почему же это не меняет картину звездного неба? Потому что расширение Вселенной заметно только на межгалактических расстояниях. Галактики, находящиеся в гравитационной связи, не разлетаются из-за расширения. Млечный Путь не распадается, Солнечная система не расширяется, даже Земля не увеличивается в размерах.
Гравитация удерживает локальные структуры. Поэтому ночное небо, которое мы видим, в основном состоит из звезд нашей галактики, и расширение Вселенной почти не влияет на их взаимное расположение в человеческих масштабах времени. Однако сказать, что небо не меняется вовсе, неправильно. Есть тонкие, едва заметные изменения. Полярная звезда не всегда была полярной. Из-за прецессии земной оси, медленного покачивания, похожего на движение волчка, направление Северного полюса постепенно смещается. Через несколько тысяч лет другой яркий объект будет указывать на север. Кроме того, сверхновые вспыхивают и гаснут. Иногда на небе появляется новая яркая точка. Иногда звезда исчезает. В древности китайские астрономы фиксировали гостевые звезды. Мы сегодня знаем их как взрывы сверхновых. Так что небо не абсолютно неизменно. Оно просто меняется медленно, очень медленно. Настолько медленно, что человеческое сознание воспринимает его как постоянное. И вот здесь возникает интересная мысль. Мы привыкли считать движение синонимом изменений. Если что-то быстро движется, значит, картинка должна меняться. Но в космосе скорость ничего не значит без масштаба. Можно лететь сотни тысяч километров в час и не замечать перемен, потому что расстояния измеряются световыми годами. Мы пассажиры гигантского корабля, который несется в галактике. Но иллюминаторы показывают почти неподвижный пейзаж. Не потому что мы стоим на месте, а потому что пространство слишком велико. И в этом есть нечто поразительное. С одной стороны, все вокруг находится в постоянном движении. Ничто во Вселенной не статично. Даже галактики сталкиваются и сливаются. С другой, наше восприятие фиксирует устойчивость. Созвездия служили ориентирами для мореплавателей 1000 лет назад и продолжают служить сегодня. Они стали частью культуры, мифов, истории. Хотя физически они вовсе не являются вечными. Однажды далекие потомки человечества, если они будут существовать через сотни тысяч лет, посмотрят на небо и увидят совершенно другую картину. И, возможно, будут задаваться тем же вопросом: почему звезды выглядят неподвижными? Ответ будет тем же. Мы движемся, но Вселенная настолько огромна, что это движение растворяется в масштабе. Небо не застывшее, оно просто медленное. Медленнее наших жизней, медленнее истории, медленнее цивилизаций. И в этом его особая красота. Каждый раз, когда вы смотрите на звезды, вы видите свет, который начал свой путь задолго до вашего рождения. Некоторые из этих звезд уже могут не существовать, но их свет все еще в пути. Мы не только движемся сквозь пространство, мы смотрим в прошлое. И, возможно, самый удивительный факт не в том, что небо не меняется, а в том, что оно меняется постоянно, просто в ритме, который намного превышает человеческое время. Мы живем в бурлящей, динамичной Вселенной, но нам кажется, что она спокойна, потому что ее масштаб делает даже колоссальные скорости почти незаметными. И в следующий раз, когда вы посмотрите на ночное небо, помните, вы не стоите под неподвижным куполом звезд, вы мчитесь вместе с ними.